приветствовать на нашем с вами канале «Гениально, все очень просто». И ура! Мы сегодня поговорим с вами о силе духа, здорового тела, как это совместить, и чтобы получать от жизни больше удовольствия, больше впечатлений, приятных, потому что все связано между собой очень сильно. Когда здоровое тело, человек начинает более вести активно, интересно проводить свое время, досуг. Так как мы здесь родились все для игры. Мы каждый день во что-то играем. Будь то ученый, будь то ребенок, будь то вы моете полы, или вы сажаете огурцы на огороде. Это все игра для нашего с вами же опыта, испытаний, препятствий и преград. Очень важно понимать, что с детства необходимо детям, взрослым, даже если вам 80-90 лет, если вы не занимаетесь спортом, если вы не делаете зарядку, этим необходимо надо начать заниматься. Так как благодаря зарядке, йоге, упражнениям, будь то танцы, будь то физические упражнения, они необходимы для тела. Благодаря зарядке оно и звучит так: зарядка. Заряд энергии у вас на день. Если вы духовный человек или неважно, чем вы занимаетесь, если вы уже просветленный или светлеете, то необходимо делать зарядку обязательно. Это неотъемлемая часть каждого человека во время пребывания на этой планете Земля. Соответственно, если вы увидите людей, которые этим не занимаются, вы сразу поймете, что они несчастливы. У них нет подъема энергии. Они не испытывают приятные ощущения для тела, а это все и тело, эмоции, это единое целое. Это радость у вас на глазах. Вот я уже сделал зарядку, я счастлив. Могу сказать честно. И это до конца жизни. Многие люди, так что брать далекие, вокруг меня, даже родственники, этого не понимают. Они думают, что посидеть это важнее, поговорить о чем-то, чем заняться собой, лично собой, вашим телом, вашей машиной. Ничего не может быть важнее. Ни один разговор ни о чем не может быть важнее того, что вы должны и обязаны уделить себе внимание. В течение дня, каждый день. Это условия игры такие на Земле. Вы проснулись, вы должны аватар привести в порядок. Вы его должны зарядить, как телефон. Вы не сможете работать с телефоном, если он будет не заряженный. Это очень тяжело. И у вас будет портиться настроение, если телефон не заряжен. Вы ничего не видите. Вы хотите увидеть письмо друга, мамы, сестры, брата, а его нету, потому что вы не видите. Так и энергия в теле. Вы должны ее накопить. Вы должны обогатиться этой энергией. И плюс идет дальше духовная составляющая. Они тоже вместе связаны. Человеку необходимо учиться не осуждать. Я это буду повторять всегда. Потому что осуждение – это базовая вещь всего вашего понимания жизни. Человек не в состоянии понять жизнь, если присутствует в жизни у него осуждение и непринятие окружающего мира. В данный период водичка капает, а так приятно на душе. Тает снег. Некоторые сожалеют, печалятся, но это опыт. Когда человек понимает, что это естественно, переходит, у него самочувствие не ухудшается. Но я помню, маленьким у меня ухудшалось. Но сейчас, когда уже повзрослел чуть-чуть, ну ладно, столько, или столько, чем мерить будем.
Это необходимо понимать. И детей надо учить с детства этому. Подводить к зарядке, к упражнениям. Вы тогда станете счастливыми. Духовные практики – это также необходимо, но это со временем. Для начала хотя бы научиться с телом работать. Детям объяснять с детства. И вы старайтесь не объяснять на словах, будьте примером для них. Лично я учился на примере своего отца. Он для меня был идеальным примером. Он был спортсмен, и я сейчас спортсмен. Только, наверное, ленится уже. Штангист. Борец. Для меня это пример. Даже я с ним никогда не занимался, за конфеты, правда, подтягивался, то я видел, я наблюдал, и в меня это все впитывалось. Да, мне, может, неприятно было с ним заниматься. Я сам уходил заниматься, потому что требует настырно, и мне это не нравилось. Мне нравилась свобода. Но я это все видел, я впитывал глазами. Миллион ваших слов ничего не значат, если вы не будете пример подавать своими же поступками. Помните, что дети, или уже дети, которым по 70 лет, вы можете это все реализовать в вашу жизнь. Многие задают вопрос, а что будет потом, или как я себя буду чувствовать? Да прекрасно будете чувствовать себя. Великолепно. Вы только начните, не ждите быстрых результатов. Оно все придет со временем, и вы станете сильнее, красивее, мудрее, и каждый день у вас будет наполняться более яркими цветами. И вы должны понять, что это все зависит только от вас, ни от кого больше. Ваше счастье каждодневное. Вы ювелир вашей жизни. Вы и только вы. Детей обучайте, будьте примерами, не ленитесь. У вас небольшое долгое время на этой планете Земля, поймите. Если вам 70 лет, станьте ребенком. Если вы в 50 лет сильно умным, станьте ребенком. Вы не умный, вы глупый. Поверьте. Обтираю, говорю, молодой, новый глупый. Но есть понимание жизни более высокое. Все, что вы видите, это определенная игра. Есть за пределами этой игры очень большая тоже игра. В сознании Творца. Она очень многомерная. И очень важно это понимать. Но прежде всего, людей глупых нету. Есть люди ленивые. Не будьте ленивыми. Не осуждайте никого. Берите пример со спортсменов. Вам же нравится смотреть на спортсменов, на красивые тела. Но станьте же этими спортсменами в вашей жизни. Все в ваших руках, поймите. И никогда не поздно. Вам 50, 60, 70 лет. Начните. Да больно. Я с детства терпел эту боль, но потом приходит награда. Ты понимаешь, для чего ты это все делаешь. Только через время. Сначала только усилия, упорство, и ты идешь вперед, ты не понимаешь почему, но ты как упертый. Лично я за себя говорю. Я шел по вере, и иду, и буду идти по вере. И ваше здоровье только в ваших руках. Учите, направляйте детей, будьте примерами. Это самое важное в вашей жизни, быть примерами. Не требуйте от них того, чего вы сами не делаете или не делали. Начните делать с ними. Если у вас нет детей, подготавливайте себя к будущему. У вас обязательно будут. Или племянники, или кто-то с вас пример будет брать по-любому. Будьте примерами, каждый человек. Вы сильны, вы можете. Игра очень короткая, помните это каждый день. Нельзя отлаживать на завтра. Да, в душе может быть прекрасное самочувствие, но когда это все объединяется, это очень круто. Это очень круто.
Я рад, что вы были со мной. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, уважайте друг друга, не осуждайте. До новых встреч. Я вас всех обнимаю, люблю и уважаю.